Игра с предметом для повышения интереса к работе при обучении собаки команде рядом. В этом ролике вы увидите разные варианты игры с предметом при обучении собаки команде рядом. Обратите внимание, что игрушка последовательно используется сначала как стимул, воздействующий на собаку и приучающий двигаться рядом с дрессировщиком, а потом как способ подкрепления, фиксирующий правильную позицию собаки около ноги дрессировщика. Стимул воздействует на собаку и вызывает нужное поведение. Подкрепление поведения фиксирует правильное положение собаки у ноги дрессировщика. Мяч в данном случае используется и как стимул, и как подкрепление. Правильное положение мяча обеспечивает правильное положение собаки. Бросок мяча в тот момент, когда собака хорошо идет около хозяина, подкрепляет это поведение. Подкрепляет — это значит фиксирует и делает повторение такого поведения более вероятным. В этом ролике показаны только самые простые упражнения с игрушкой. Это прежде всего мотивационные упражнения, и используются они для того, чтобы собака с удовольствием ходила рядом. Так же, как с кормом надо нахаживать собаку и кормить ее в позиции рядом для формирования двигательного стереотипа в мышечной памяти, точно так же при использовании игрушки целесообразно много ходить с собакой и неоднократно награждать ее игрушкой для формирования позитивного отношения к этому упражнению. Разделение формирования двигательного стереотипа и формирование позитивного отношения к работе, конечно, достаточно условно. Эти характеристики работы собаки формируются у нее и при использовании корма, и при использовании игрушки. Однако при работе с кормом легче добиться от собаки корректного выполнения, а при использовании игрушки легче получить активность в работе. При этом надо понимать, что это только первая ступень обучения собаки, поскольку собака постоянно наводится игрушкой в правильное положение. Так же, как и при работе с кормом, неизбежно встанет вопрос: как сделать так, чтобы собака шла рядом, когда у нее нет ориентира в виде мотивационного предмета? О различных уровнях работы с мотивационным предметом будет рассказано в следующей серии фильма о команде рядом. Теперь вы увидите работу с другой собакой. На примере этой собаки очень хорошо видно, что использование игрушки повышает активность и заинтересованность собаки при движении рядом. Однако очень сильное возбуждение приводит к недостаточно корректному выполнению упражнения. Собака вылезает вперед, прижимается к хозяину, иногда идет немного боком. С такой собакой нельзя много работать, используя исключительно игрушку для воздействия или подкрепления. В этом случае надо работать с кормом, чтобы снизить возбуждение. Или другой вариант – это использование коррекции механикой для того, чтобы заставить собаку идти правильно и получить возможность награждать собаку только за правильное поведение. Đấy. Nghe nè. Если у вас возникли вопросы по этому фильму, задайте их на нашем канале в YouTube или на форуме сайта Волк Сервис.
Это поможет сделать следующие серии по команде рядом более интересными и информативными. Кроме того, звоните и записывайтесь на дрессировку. Смотреть фильмы и читать статьи очень полезно. Однако фильм или статья – это неизбежное упрощение и потеря информации. Поэтому бывают случаи, когда необходима непосредственная работа с инструктором. Опор. Дай. А если вам понравилось наше видео, подписывайтесь на наш канал бесплатно. И ставьте нравится.